Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, события, а также какие движения сегодня ожидаются, предполагаются по ключевым активам по доллару, нефти, золоту, рублю, евро. Так, друзья, давайте на секундочку вернемся к вчерашнему дню. Выходила статистика по безработице США. Здесь мы с вами видим, что тренд на снижение новых заявок продолжается. Ну и, соответственно, снижение новых заявок – это то, что экономика, она весьма вероятно в ближайшее время, ну, по крайней мере, формально восстановится. Это, можно сказать, произойдет, когда снижение новых заявок устойчиво спустится в район 250-200. Ну и ФРС, с учетом такой положительной динамики, он уже может потихонечку думать, когда ему прекращать скупку облигаций, когда возможно начинать потихонечку поднимать ставки. То есть здесь, с одной стороны, эта информация, она позитивная, что по сути меньше генерится заявок на безработицу, но с другой стороны, как бы получается вот такой парадокс, что экономика восстановилась, а все равно она может, фондовые рынки могут пасть из-за того, что сократят печатание денег. Но в любом случае какой-то эффект постепенный, сглаженный или одномоментный, когда это будут заявлять или начинать делать, несомненно произойдет. Так, ну это первая часть. Вторая часть, то, что вышли данные по золотовалютным запасам России. Как мы с вами видим, уже в районе 600 миллиардов. Такие значения были ранее достигнуты только в 2008 году, когда нефть там под 140-150 долларов за баррель улетела. Вот. Ну и, соответственно, сейчас, получается, вот эти резервы, они приблизились к тому состоянию, которые были 12-13 лет назад. Почему я сейчас на это обратил внимание? Потому что четко прослеживается 600 миллиардов, соответственно, выше 600 миллиардов не дают подниматься, там немножко поднимается, сразу опускается. Ну, а этот показатель, он связан с экспорт-импортом, то, что происходит. Ну и, соответственно, курс рубля здесь тоже зависит от того, какие движения происходят в этом показателе. Здесь получается один из критериев, что когда подошли к 600 миллиардам, как бы потребность в скупке валюты вроде как уменьшается. Ну, по крайней мере, той валюты, которая идет в резервный фонд. Так, друзья, ну вчера единственный индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия вышел негативный, он выше и прогноза, и предыдущего значения. Но я думаю, что все-таки этот показатель на текущий момент он не оказывает такого существенного влияния на движение в фондовых рынках США, несмотря на то, что у него достаточно высокий статус присвоен. Так, друзья, давайте посмотрим, что тут у нас на сегодня запланировано. На сегодня индекс цен производителей по Германии. Так, ну и далее на сегодня такой день не очень активный. Речь члена ФРС Каплана. Ну, я не думаю, что здесь какие-то существенные будут движения. Ну, опять же, вечер пятницы, противоход против тех основных тенденций, которые развивались на конец недели. Не думаю, что в пятницу что-то такое поставят кого-то, кто взбудоражит под конец все рынки и вызовет негативную реакцию. Так, ну дальше в 7 вечера, ближе к ночи, объем розничных продаж по России. Совсем уже на ночь глядя, ВВП квартальный. Ну и ключевые макроэкономические данные в течение дня, это, пожалуй, все. Так, друзья, далее давайте перейдем к графикам. Давайте недельный таймфрейм возьмем по Китаю. Ну, здесь что-то закрытие Китая недели, оно, наверное, будет не очень позитивное. Возможно, даже и пониже. Так, вот крупнейший китайский застройщик Evergrande пытается сыпануться под конец недели. Ну, действительно, там очень сложная ситуация. Если на месячный график по Evergrande переходить, то получается вернулся в ту точку, где вот как раз этот пузырь весь надувался. Ну и сейчас, в общем-то, будет ключевой вопрос, пойдет, не пойдет он тестировать 3, то есть совсем проваливаться, потому что если такое движение будет, весьма вероятно положение компании на рынке очень сильно ухудшится, и это может привести к очень неблагоприятным последствиям. Очень. Ну и здесь, судя по динамике движения, весьма вероятно с Evergrande ситуация будет решаться
ну, наверное, где-то к октябрю такое вполне может быть текущего года. Так, друзья, далее ВИКС, индекс страха волатильности США. Здесь, с одной стороны, он вчера притормозил, с другой стороны, в ту зону, где рынки чувствуют себя спокойно, он не вернулся. Ну и по закрытию недели можно будет понять, какой тренд будет задан на следующую неделю и на сентябрь. Ну, пока что по недельным таймфреймам здесь идет указание на то, что волатильность будет расти. Ну, сегодня там еще в пятницу, по-моему, перекладка опционов у американцев, и поэтому к открытию американских площадок, возможно, достаточно волатильно будет. Так, далее биткоин. Биткоин, скорее всего, проведет сегодняшний день в боковике. 44 800, 48 400. Ну и здесь, если возникает движение наверх и пробой 48 300, 48 400, то весьма вероятно он пойдет и попробует закрепиться на этих выходных на 52 тысячи. Ну, пока движение вниз, оно маловероятно, но в том случае, если все-таки развивается пробой консолидационного диапазона уровня 43 700, то он может достаточно оперативно за день, за два сходить на 39 500. Такой сценарий мне пока кажется менее вероятным, наиболее вероятным консолидация в диапазоне, и возможно будет попытка пробить и сходить по направлению к 52 тысячи. Так, друзья, индекс доллара, но вот недельный таймфрейм говорит сам за себя, закрепление в этом диапазоне и дальше выше. Так, ну 4-часовик, он пытается по 4-часовику сделать коррекционный откат в район 93. Не знаю, если сейчас будет пробой 93.65, то сегодня мы этого отката не увидим, а увидим рост. Так, друзья, далее S&P 500, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Ну, сами видите, здесь ситуация на текущий момент, она достаточно вероятно стабилизировалась. Все как бы здесь стопы собрали, и по крайней мере до какого-то нового ужас вполне он может в этом консолидационном диапазончике поторговаться. Ну, на сегодня критерий это пробой 4350. Если повторное движение пробой 4350-330 происходит, то он отсюда начинает сыпаться, и цель движения будет 4250. Вот так вот он может очень быстро эту дистанцию преодолеть. Вот. Но с учетом того, что пятница, с одной стороны надо пофиксить позиции, уйти в кэше, с другой стороны у нас вот эту неделю мы фактически, получается, падали, и поэтому здесь наиболее логичный сценарий закрыться либо в консолидации, либо попытаться немножко отскочить наверх. Но то, что с утра Китай сыпанулся, и то, что перекладка в опционах будет, они могут этот сценарий испортить. И, соответственно, тогда будет движение на тестирование 4350. Критерий того, что сценарий испортился локально, это небольшое движение вниз и пробой 4375. Если такое происходит, то весьма вероятно будет и сюда, и возможно сюда. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но смотрите, вчера вот эти движения вокруг 66.25 закончились тем, что закрытие было выше 66.25. Это позитивно. Так, друзья, но если переходить на часовик, у нас произошел здесь полноценный разворот. И, соответственно, отсюда вот это движение, оно весьма вероятно должно продолжиться. Цель 68,5 и потом в район 69,6. Соответственно, движение это не повторится наверх, точнее не произойдет, если будет пробой 66.25 и, соответственно, повторное тестирование 65,5. В этой ситуации, если мы переходим в этот диапазон, наиболее вероятно будет консолидация в этом диапазоне. Ну, если все-таки будет пробой 65,5, 65,3, тут вот такая небольшая полосочка, то тогда уже открывается портал движения на 60,5. Пока я все-таки об этом бы не говорил. Посмотрим, будет, не будет. Сейчас в первой половине дня пробой 67, 67,1. Если такой пробой происходит, то мы сегодня по нефти можем отскочить в район 68,2, 68,3.
Но по нефти ситуация противоречивая, потому что с одной стороны особо она без огонька отскакивает, а с другой стороны вот 66.25 ей фактически пойти ниже не дали. То есть это говорит о том, что движение пока что тормозят. Так, друзья, далее золото, российский фьючерс. Давайте посмотрим часовой таймфрейм. Ну, по золоту ситуация достаточно прозрачная. Оно сейчас находится в боковике. Нижняя граница 1777, верхняя граница 1792. Сейчас в ближайшие часы будет решаться вопрос, пробьет, не пробьет 1787,5, 1788. Если здесь возникает пробой, то пойдем тестировать сегодня верхнюю границу, вот эту. Пока что все указывает на то, что закрытие в консолидационном диапазоне выше 1776, но ниже 1792. Поэтому сейчас наиболее логично пробить вот этот уровень и попытаться где-то здесь закрепиться. А в случае, если возникает коррекционный откат и пробой значения 1774-1772 вот этого диапазона, то тогда будет более глубокое движение, у которого цель находится в районе 1759-1757. Вот здесь вот. Пока что я все-таки думаю, больше факторов указывает на то, что движение в диапазоне, вот в этом консолидационном, и сейчас должны вот эту крышечку пощупать. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну, смотрите, здесь как красиво упал он на 163 300, и здесь он пока лежит. Я думаю, здесь вопрос в нефти, то есть она пойдет, не пойдет на 60,5. Если она пойдет, то у РТС развивается движение вот сюда, вот это дневной таймфрейм на 161 200. Сегодня как раз такой день определяющий, потому что либо мы сегодня вот здесь вот сейчас развернемся и увязнем в консолидации, либо, соответственно, вот эта просадка, она продолжается. Если на часовик переходить, то мы здесь отскочили, но опять же здесь отскок он какой-то такой вяленький, без огонька происходит. И поэтому на текущий момент, если сейчас будет повторное движение с пробоем 162 400, то мы увидим уход как минимум вот сюда, может быть даже пониже. Пока что все указывает на то, что мы с утра, либо, ну по крайней мере до обеда, будем где-то вот в этом диапазоне болтаться. Соответственно, пробой нижней границы, уход сначала на 161 300, потом у нас 159 800 ждет. Вот. Если все-таки будет пробой наверх 164, то, соответственно, движение в район 165 500. Но все-таки больше факторов указывает на нахождение в консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, да, вот этот уровень 74.08, 74.12 его пробили. Ну, вот сегодняшний день и закрытие недели покажет, будет, не будет удержание выше этого уровня. Если удержание здесь происходит, вероятно, на следующей неделе мы увидим восхождение. Единственное, на следующей неделе у нас там крупные налоговые выплаты предстоят. Соответственно, будут нужны рубли. И вот этот фактор, он, конечно, по крайней мере до среды может рубль поддержать очень хорошо, точнее до четверга даже. Если переходить на часовик, то у нас вот как раз сейчас идет, ну, в ближайшее время будет тестирование вот этого уровня 74.08, ну, точнее, оно уже началось 74.08, 74.12. Соответственно, если все-таки возникает пробой, то мы уходим укрепляться по рублю. У нас цель на укрепление движения будет 73.83, вот сюда, к этому значению. Если пробой не происходит, а судя по всему он сейчас как-то не очень охотно происходит, то на сегодня у нас план движения рубль-доллар находится в районе 74.3. 74.3 и потом потестить вот эту верхнюю границу 74.35. Главное, как будет закрытие недели. Если оно будет выше этого уровня, то, соответственно, следующая неделя у нас, возможно, мы увидим и 75, и чуть побольше в паре доллар-рубль. Если закрытие будет ниже, то, соответственно, ну, по крайней мере, до четверга вполне возможно укрепление вот сюда, вот к этому диапазону. Ну, а сейчас, скорее всего, будет движение
вот к этому значению 74,3, соответственно, отмена сценария, если будет откат и пробой 74, 73, 95. В этой ситуации мы увидим укрепление рубля к этому диапазону. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание.